Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро расклад на неделю с 29 июля по 4 августа. Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего, что нам подскажут карты для вашего знака зодиака. Для тех, кому интересно забежать немножко вперед, узнать о планетарных событиях чуть больше, я приглашаю на свой сайт. У меня есть гороскопы ежемесячные, есть также статья с гороскопом для всех знаков зодиака «События до конца 2024 года» с учетом именно планетарных транзитов. Вот кому интересно, перейдите, я оставлю ссылку в описании под видео, и может быть что-то вы просчитаете как стратегию, тактику для себя на более долгий период. Мы же с вами идем вперед. И у нас сегодня колода добра, которую прорисовала Колет Барон Рид. Прекрасный художник и очень мудрый психолог, таролог. И позиция позитивной психологии – это не что иное, как вот на чем основаны образы карт. Поэтому будем добрее как к своей мечте, к своим желаниям, к собственной душе. Ну, если что-то не получается для вас, мои дорогие львы и львицы, да, планетарно очень благополучный период. Просто вот именно для вашего знака зодиака, как любой знак зодиака, он условно делится на 3 декады. И вот у каждого из вас эти перемены благополучные произойдут в свое время. Может быть, для тех, кто первая декада, вот сейчас больше каких-то турбулентностей, но больше и возможностей. Больше проигрывается что-то со знаком плюс, как будто пространство Вселенной пытается вам помочь. Но постепенно те, которые рождены во вторую и в третью декаду, у вас тоже произойдут изменения в вашей жизни. И это может означать у кого-то и по труду, по вашей занятости, финансовая какая-то история может измениться. И, безусловно, личная жизнь тоже. Я хочу сказать, что перемены, они для вас предусмотрены и, как, наверное, в небесной канцелярии уже запланированы. Итак, неделя. Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес, энергия денег на этой неделе и личная жизнь. Что важно знать? Ух ты, искушение. 15-й аркан. И в других колодах это карта дьявола. Но именно здесь колода добра называется карта искушения. Что-то очень хочется осуществить или чего-то хочется добиться, получить. А карта нас немножко останавливает. Это карта привязанности, кстати, к материальным благам, к вопросам каких-то материальных бонусов. Или когда вы можете видеть больше, с позиции материализма, нежели с позиции духовности. Карта, несмотря на то, что красивая очень прорисовка, она нам и говорит: ты будь аккуратен, не выходи за пределы допустимого, иначе какая-то игра может перейти в опасность. Не рискуй собой. И я всегда говорю по 15-му аркану, не нужно делать чего-то чересчур, потому что 15-й аркан – великий шутник, когда он чувствует, что мы попались в его сети, или когда мы страстно чего-то желаем. Мы тогда не замечаем каких-то подвохов. И для вас, видимо, это тоже важно, быть где-то реалистом. Но и не хлебом единым, мы должны это тоже понимать. Не только, точнее, многие позиции нашей жизни мы можем оценивать как цена, или мы можем свести к знаменателю, выражаемое словом цена, а есть еще и ценности. Это то, что мы не купим. И поэтому вот эту параллель между ценой и ценностями, между вашими приоритетами, между вашими, где-то принципами, мои дорогие львы и львицы, вам придется проводить на этой неделе, что важно знать.
У кого-то это могут быть вопросы любви и страсти. Или отношения, когда очень хочется быть с человеком. Или очень хочется заработать денег. Все же по 15-му аркану есть материализм. Но у кого-то в отношениях это проиграется как страстная любовь и желание обладать конкретным человеком. А у кого-то желание обладать деньгами. Будьте внимательны. Чего не избежать? Королева Земли. Он, может быть, это и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Вообще по этой карте это не есть неожиданность, но, может быть, какие-то вопросы денег, которые вы рассчитывали на одно, а здесь как-то получается что-то другое. Но я бы сказала, деньги есть, деньги будут, но может быть эквивалент какой-то с учетом 15-го аркана, вы хотите больше. Или вы хотите как-то вот в другом ключе. По королеве Земли прекрасная карта для того, чтобы вот, может быть, вы что-то изучали. Или вы имеете какие-то творческие планы. Или пусть даже не творческие, а ваш какой-то план по работе, по вашей профессии, и мы как раз это можем реализовать. Ведь, по сути, это карта самореализации. Когда королева в земле это и отличает, когда она из своей мечты может создать реальность. Когда из хаоса она может создать порядок. Может быть, это для вас какая-то такая задача, мои дорогие львы и львицы, и из какой-то непонятной ситуации как раз ее больше прояснить и упорядочить или организовать свою жизнь, может быть, как-то совершенно по-новому. Для кого-то могут означать решение вопросов по части дома, по части семьи, вопросы сделать жилье более комфортным, это тоже все может проходить. Но практичность в первую очередь, честность, честность с самим собой и четкие цели. Вот так. Чему сейчас не время? Не время о чем-то сожалеть, не время на кого-то обижаться, не время с кем-то выяснять отношения, не время быть холодным в взаимоотношении с людьми, какие-то барьеры строить. Или вот если мы говорим, да, мы можем чем-то быть раздосадованы, или нам может что-то не нравиться. И это не должно осложнить какие-то ваши отношения, вот конкретно. Не должно быть недостатка взаимопонимания с людьми. Или по деньгам нам говорят, будьте внимательны, деньги есть, деньги будут, как будто, но карта говорит еще и о другом. Ты не должен как будто себя обнулить, ведь проходит еще и недостаток финансов. И значит, я могу предположить с учетом того, что выпало. Вам нужно будет правильно рассчитать какую-то сумму, мои дорогие львы и львицы. Вы не можете, ну, как в финансах, надеяться на авось или как на следующее получение денег. Здесь предусматривается постепенный рост, нарастающий какой-то финансовый эквивалент. Может быть, то, что придется еще заработать, может быть, добиться какой-то в дальнейшем популярности, которая потом вторично будет влиять на вас со знаком плюс. Может быть, не время менять свой ракурс. Вы чем-то можете вот по 15-му аркану остаться недовольным на этой неделе, потому что что-то идет не по-вашему. Это вас может злить, мои дорогие. А карта-то нам как раз говорит, богатство, процветание доступно, но где-то предполагается наши усилия, более взвешенные энергии и постепенность, поступательное движение. Что же вам будет помогать? И тем не менее, даже если что-то как поступательное движение или что-то развивается медленно, а вам это помогает, не торопитесь, нам говорит карта повешенного. Для вас сейчас даже какая-то задержка, она тоже со знаком плюс. Где-то неспешность, и у нас 15-й аркан выпадает и как раз про страсть, про какие-то импульсные более наши действия или, может быть, слова, которые тоже основаны на нашем импульсе или согласии, или несогласии, на какой-то именно своем желании. А 12-й аркан, он такой более нейтральный, когда мы
должны что-то увидеть с другого ракурса. Ведь вообще повешенный это и означает. Человек сам себя перевернул наоборот, для того, чтобы увидеть какую-то ситуацию как-то по-другому. Есть в этом аркане еще такое значение, как поражение. Значит, если есть в каком-то вопросе поражение, и ведь это в позиции, что вам помогает, значит, быть честным самим собой, признаться, что какая-то стратегия не работает, или то, на что вы рассчитывали, может быть, и страстно желали, но это не может быть продолжено. И есть такое значение «ничто не дается бесплатно». Имеется в виду о чем нам? Не обязательно материальный вот какой-то мир. И мы говорили с вами цена и ценности. У кого-то это по работе может быть, как раз что где-то вам, может быть, следует быть альтруистом в каких-то вопросах. Не все соизмерять с позиции материализма, а как раз проявив этот альтруизм или заинтересованность по части работы, на выполнить какую-то задачу, проект, в чем-то проучаствовать, и тогда в контексте, что ничто не бывает бесплатно, это ваша, не то, что приложенные, мы говорим, деньги, вы за что-то платите, но с другой стороны, это оплата вашими усилиями или вашей энергией. Вот это участие в каком-то вопросе, когда вы расширяете свои возможности. Тут как будто наперед нужно приложить куда-то вашу либо деятельность, либо вашу энергию, и тогда вам это помогает, мои дорогие. Вот какой-то очень тонкий нюанс с учетом вот этих двух совершенно полярных арканов. Поэтому, где-то терпение, гармония, это все то, что вам тоже помогает. Будьте дальновидны, понимаете? Тут именно дальновидность. Тут вы можете в чем-то проявить активность, как и желание кому-то помочь или участвовать в каком-то проекте. А в последующем перед вами откроются перспективы. Не упустите что-то. Что скрыто? Да, вот как раз какое-то решение. Оно может быть у вас на фоне импульса. И вы можете, знаете, вот так вот резко от чего-то отказаться. А можете вот это решение импульсное перевести как раз вот в какую-то альтруизм, помощь или участие в каком-то вопросе. И вот тогда это перед вами может открыть какие-то совершенно новые грани сотрудничества, возможностей и заработка. Потому что по тузу огня это еще где-то проходит денежная энергия или как получение каких-то денег. Вот такое тоже может быть. Я могу предусматривать, что вы знаете, для кого-то из вас может именно, как злить, или вы можете досадовать по поводу того, что что-то было обещано, а вот оно теперь, в каком-то другом ракурсе. Или как-то вы предполагали, что будут дела ваши развиваться одним образом, а здесь оно идет более медленно. Кто знает, может быть, к нам присматривается, может быть, мы к чему-то присматриваемся. Какой-то период как необходимых, своеобразных притирок к тому или иному, даже по работе, проекту или какому-то социуму тоже может проходить. По тузу огня все же это вот что скрыто. Тут никто от вас ничего не скрывает, мои дорогие. Но с учетом туза это нас призывает вас мечту воплотить в реальность. Это карта смелости, свободы, но которая должна выражаться не через какие-то напористые энергии, а больше через какой-то альтруизм. Но, по крайней мере, в таком контексте ложатся карты. Дела, работы, бизнес. Девятка огня. Вы знаете, а вот как раз желание-то у вас будет прямо противоположное. Это карта великой мощи. Нам тоже говорят, что у вас по энергетике достаточно и душевных сил, у вас достаточно физических сил. Вы что-то можете осуществить. Но нам говорят, откликайся на какой-то проект, если ты где-то чувствуешь, что в последующем для тебя будет в этой истории какой-то прогресс. Будь вот именно дальновидным. Где-то, безусловно, собой не рискуй. Об этом нам тоже говорят. Может быть, не нужно где-то слишком импульсивно реагировать
у кого-то на критику, у кого-то реагировать на то, что вы с кем-то можете быть не согласны, а может быть у человека это свое видение процесса какого-то или ну, его какая-то личная характеристика. Мы же никого не перевоспитываем, правда? И карта нам говорит, остановись, осмотрись, вот где-то с учетом как раз карты повешенного. Здесь больше время задавать вопросы, нежели действовать импульсивно. Финансы. Пятерка огня. Да, вы можете быть раздосадованы именно по финансам, когда денег мало или какая-то разрозненная информация. Деньги могут сами по себе задерживаться, но есть еще и такой момент, когда вы можете искать дополнительную информацию для того, чтобы увеличить доход или увеличить как дополнительный заработок, дополнительные какие-то методы зарабатывания вы можете рассматривать. Вы можете подумать где-то вот в плане азарта, а не проучаствовать ли мне в каком-то деле, не вложить ли деньги. Пятерка огня я называю карта информационного хаоса, поэтому любая информация по деньгам, не рискуйте собой. Тут есть риск с учетом 15-го аркана уйти в минус, что-то проиграть. Азартные игры это точно, на весь период Плутона Водолея это на 20 лет вперед. Легкие деньги в принципе опасны, и для вас это тоже говорят. Будь аккуратен, какая-то игра может перейти в опасность. С учетом еще и этой карты, я бы сказала, знаете, может быть своеобразный эксперимент с какой-то безумной идеей. Вот есть по аркану такое прописанное значение. А карта нас призывает уважай какие-то различия. Как я уже говорила, различия во взглядах. Или когда мы, может быть, работаем с разными людьми, но мы себе не должны навредить. Но с другой стороны, и чья-то точка зрения, она не должна над нами превалировать. Для кого-то из вас, если есть предложение на этой неделе, значит, вам нужно будет найти какую-то недостающую информацию, более достоверную информацию, что-то просчитывать, чтобы собой не рисковать. По финансам как-то так. Все зависит от того, что вы запланировали, королева воды. В личной жизни это как раз энергетика человека, которого любит. Или человек тот, который любит. У кого-то, кто в паре, вопросы просто вашей семьи, пары, какие-то дальнейшие ваши планы. У кого-то могут проиграться вопросы страсти. Для кого-то из вас конкретный может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Или имеет там асцендент. Такое вполне вероятно. И какие-то общие точки взаимодействия. У кого-то, правда, страсть. Вот конкретно. И тогда вы будете... даже какие-то планы на будущее можете строить. Кто-то из вас может сожалеть как раз по части личной жизни, что может быть какая-то личная история. Есть вроде бы партнер, но никак не определяться отношения. Или какие-то отношения на паузе, они не развиваются. Но они не развиваются именно так, как вы бы этого хотели. И тогда, мои дорогие львы и львицы, вам нужно больше эмпатии проявить. Мы ведь говорили, что альтруизм какой-то помогает. Какие-то ваши ценности, общие интересы вам помогают найти больше взаимопонимания или совершить какие-то глубокие разговоры. Не все, да, страсть тут тоже может помочь, но это не все с позиции страсти решишь. Есть еще чувственность, духовность, нежность, ласка. Вот эти все энергии, они преобладают. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.